Зайдя на эту версию, все казалось таким странным. Вместо стеклянных панелей здесь были люки, вместо бега обычная ходьба, неизвестные технологии, огромные деревья, зомби, у которых вдруг проснулось чувство вкуса, и они начали носить разноцветную одежду. Все это было очень странно. И в первой серии этого выживания я уже успел построить домик, выкопать шахту, приручить собачек, а впереди меня ждали еще большие приключения. Но сперва, как я и обещал, мы наведаемся в тот самый загадочный данж. Ну а что я там нашел и какие испытания мне еще предстоит пройти, вы увидите в этой серии. Приятного просмотра. Добрый путь, ребята. Себастьян, тебя еще не знаю как назвать. Удачи. Надеюсь, вы не станете Хатику. Хотя, если я умру, я как раз там и появлюсь. Поэтому, как ни крути, не станут. Ё-моё, сколько здесь мобов! Что за спаунрейт бешеный? И мобов там было реально много. А еще я забыл взять еду, и вообще все шло к тому, что жить мне осталось недолго. Поэтому пришлось как-то выкручиваться на ходу. Так, уже почти, где-то здесь. Но я не вижу, еще темно. Мне кажется, в данже сейчас побезопаснее, чем здесь. Паук. Убиваемся. Главное не давать себя ударить. И тогда все будет нормально. А, да, все, я здесь. Я здесь. Нет, вот это я зря провалился. Ладно, освещаем. Лутаемся. А спавнеры так-то можно ломать. О! Нифига, прикольно. Следующий спавнер. А вот ведро с водой я не взял, конечно. Ладно, буду надеяться, крипер на меня не свалится. Освещаем. Прыгаем. Ага, так, зомби. Ой, они провалились. Капец, а насколько это глубокая штука-то? Я вообще в шоке. Причем зомби тут в кольчужной броне уже спавнится. Так, лутаемся. Спавнер ломаем. Ой, ты чё пугаешь меня? Хорошо, что не крипер. Так, ну у меня есть идея. Вот таким вот образом просто раз, два, три. Еще одна комната. И тут еще глубже можно спуститься. Да это какие-то лабиринты бесконечные. Не хочу проверять, насколько сильно он меня ударит. Поэтому не дадим ему это сделать. Освещаю. Ломаю. Лутаю. В целом все просто. А вот здесь у нас спавнер. Но мобы здесь, к счастью, тупые. Правда, мне там с ними все равно придется драться. Так. Пока. Разбираемся с ними по стариночке. А здесь у нас... Ой, что это такое? О, стрелы. Ой-ой-ой, опасность обнаружена, новое достижение. Это я опасность? Ну да, я еще какая опасность? Спускаемся. Там у нас только шипы. Ну, по идее, все. Получается, залутали. Ну, как-то быстро, если честно. Знаете, есть у меня такое предположение, что вот здесь упал гравий и завалил сундук. И моя любопытность просто не позволяет мне это не проверить. И нет, сундук она не заваливала. Ну, а могла завалить. Зато мы накопали блоки, чтобы выбраться. Вуаля. В целом довольно интересный данж. Не зря мы его залутали. Ну и вот такой лут мы получили. 28 железа, 14 золота, кольчужная броня, золотой колчан, бесконечный запас призрачных стрел. А, да? Ну-ка я хочу протестить, свинка. Ты умрешь во благо науки. Ну какие-то эти призрачные стрелы ни о чем. Надо их с обычными сравнить. Раз, два. Ну да, обычные стрелы посильнее будут. Но механика интересная. Ну и после этого путешествия я отправился в сторону базы. И уже под покровом ночи, целый и невредимый, я успешно забегал в свой домик. Выложил ресурсы и с огромными планами на завтра лег спать. А на утро, насладившись видами из окна, где у меня заживо сгорал зомбу, я сделал 3 лопаты, да-да, это важно, и принялся прокладывать дорожки. Да и вообще, все, чем я хотел заниматься в тот момент, так это строить и расширять свою базу. А начать я решил с пирса. Ведь как ни ходи, но моим основным средством передвижения была лодка. Ну и после того, как пирс был достроен, я проложил еще несколько тропинок и решил заняться фермой. Ой, нифига, она мне помогает строить, спасибо. Ну и как вы поняли, за основу я взял грядки из деревень с жителями. Как по мне, они идеально вписываются в данное выживание. Ну куда, блин, ты лезешь? На, кушай. И когда водичка была залита, а земля вспахана, я вместо того, чтобы закапывать ту самую яму с водой, решил поднять ее уровень на 2 блока вверх, тем самым сделав из этого небольшой прудик. Как говорится, решил проблему умом. Ну и напоследок пристроил к дому загон для будущих животных. И построил еще один прямо напротив первого. Ну значит, построил я вот такие вот загончики.
также грядку, но столкнулся с проблемой, что у меня вообще нет семечек, и я не знаю, как их достать, потому что просто ломая траву, они не падают. Ну а что тогда делать и как их получать, у меня вариантов нет. И что вот это такое? Грязь? Не-не-не, пусть тут все будет скопано. И, кстати, может быть, если я... Да, если я мотыгой ломаю, то семечки мне падают. Ну, в целом, ладно, до этого несложно было догадаться. Сейчас тогда мы вот эту травушку-муравушку пособираем и постараемся полностью нашу грядку засадить. И у нас получилось семечек даже больше, чем мест. Предлагаю куда-нибудь сюда еще сундук поставить, в который мы будем складывать будущие посевы. Сейчас же возьмем кости, переделаем их в костную муку и вырастим себе немного пшеницы. И уже с помощью нее сможем загнать коров в наши загоны. Правда, что-то им вообще пофиг на то, что у меня пшеница. А как мне их заманивать? Стоп. А я не могу ее кормить? А чем мне ее кормить? Она не ест пшеницу. Тут что, нельзя размножать животных? Ну или вот, овцы. Будете пшеницу? Нет, они не едят. Я бы на всякий случай перестраховался и проверил, а могу ли я вообще стричь овец. Попробуем. Да, стричь я их могу. Остался главный вопрос. Как мне их закрыть в загоне? Ну не толкать же их вот так вот просто до него. Хотя... Овца. Подожди, нет. Чувствую, я сейчас все нервы просто проем с этими овцами. Ну подожди, ну куда ты? Давай туда. Хорошо, я сейчас попытаюсь лодку сделать. Попробуем через лодку их отвести. Они не садятся, да? Давай, 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 давай. Ну стой, не туда. Нет, 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 не спускайся только. Нет. Стой. Ну куда ты? Так, овца. Ты реально овца. Я не знаю, как их мне заманивать, если честно. Поэтому давайте их просто пострижем и оставим в покое. И что я хотел проверить, так это один крафт с тканью, с помощью которой мы можем сделать табурет. Офигеть. И что, я реально могу на него сесть? Блин, прикольно, кстати. Вот это я бы хотел видеть в новых обновлениях, чтобы реально делать столы, за которыми можно вот так было бы посидеть. Причем классно, что это выглядит как половинка кровати. Мне нравится. А также из ткани можно сделать было, по-моему, флаг. Да, вот таким образом. Ну-ка, давайте попробуем поставить. И его можно разукрасить. А как мне выбрать цвет? Я понял. Смотрите, мы берем чернильные мешки, также костную муку. Дальше кладем сюда чернильный мешок. Делаем вот таким образом. И наш флаг становится черным. Дальше мы берем костную муку, переключаемся на двойку. И здесь уже можем нарисовать, получается, буковку R. Как-нибудь давайте вот так вот это сделаем. Пам. О, супер, мне очень нравится. Правда, я чуть-чуть подправил бы ее. Ну и все, посмотрите, какой флаг у нас получился. Я надеюсь, если я его сломаю, он не потеряет свои свойства. Да, он не потеряет. И слушайте, мы же теперь можем куда-то его поставить очень классно. Например, вот на ту гору. Так сказать, покорим ее полностью. Так, вот мы забрались. И куда-нибудь вот сюда, прямо на край. Вот так вот. Оба! Вставляем наш флаг. И, честно говоря, учитывая, что идея с загонами у меня провалилась, а еда, кожа и другие ресурсы с животных нам понадобятся, я бы предложил отправиться на охоту. Ну и заодно можно будет собрать новый вид дерева. Правда, блин, оно такое высокое. Из-за этого его не очень удобно рубить. Ну а после любого заката, как вы знаете, идет ночь. А ночью в Майнкрафте спаунятся мобы. Но учитывая, что я спокойно смог залутать данж, я решил, что мобы для меня не проблема. И вы бы знали, как же я ошибался. Ё-моё, капец! Ё-моё! Просто со всех сторон криперы. Ладно, все, беру свои слова обратно. Даже сейчас мобы могут представлять для нас опасность. Так, оп. Нормально. Еще один. Промазал. Убил. 3 хп, пол хп, нет! Кто стреляет? Не попади, пожалуйста. Зомби. Ну мы почти добежали. Осталось обойти вот этих криперов. И вот, я уже вижу нашу территорию. Домик, 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 пожалуйста. Оп, запаркурим. Дверь закроем. И спать. Я выжил. Фух. Все, нет, ночью я больше никуда не пойду. Ну, зато у нас есть еда, которую можно пожарить. А также кожа, из которой крафтится броня, колчан, а также что-то неизвестное. Для чего нам нужна пшеница и 3 кусочка кожи. Предлагаю проверить этот крафт. Только попробуем мне посевы стоптать. Пшеницу собрали. Осталось найти еще одну корову. И, по-моему, где-то здесь я ее видел. Опа, вот и коровы.
Выкладываем крафт и... Что? Корзина? Это что-то типа шалкера или как это работает? Как мне туда... Что? Вы поняли? Я могу туда складывать разные ресурсы, потом ломать ее и... Все выпало. А в чем тогда прикол? Ну вот я скидываю туда ресурсы и беру их. Не знаю, пока что нету вариантов, как я буду ее использовать, поэтому пусть она пока что тут постоит. Почему я стал Стивом? Где мой скин, эй? О, нормально, так-то лучше. Раз мы не можем нормально завести животных в загон, я предлагаю вместо этого загона сделать тут ферму тростника. Ведь как минимум она будет пополезней. Берем отсюда воду и выливаем вот в эти ямки. Супер. Дальше собираем тростник. Тростничок. Ну, почти полностью, кстати, засадили, неплохо. Знаете, я бы еще вот здесь сделал калитку, потому что я уже задолбался вот так перепрыгивать. А так будет нормальный выход. Можно еще ступеньку поставить вот таким образом. И поставим сюда пару факелов. Готово. Появилась у меня, значит, идея взять и построить вот здесь вот по берегу стену. Не знаю, для чего она мне, но будет классно, если в будущем вся наша база будет окружена... Чего? Листья? Здесь умеют опадать листья? Стопа, мне кажется, или листва стала более желтой какой-то? И, блин, у меня голос чуть охрип, я шарики с молоком поел холодные. Реально, посмотрите, ну раньше листва не была такой. Здесь что, есть времена года, вы хотите сказать? И прикиньте, да, тут даже можно сделать календарь. Ну и как несложно догадаться, сейчас у нас осень. Правда, непонятно, ранняя или не ранняя. Да и в целом это было совсем не важно. Поэтому я просто приступил к возведению нашей стены. Не знаю, какой смысл от нашей стены, если вот здесь можно будет спокойно зайти, но все равно, мне кажется, с ней будет побезопасней. Ну и по итогу вот такая стена у меня получилась. Вот здесь я засадил деревья. Здесь вот такая вот смотровая площадка, чтобы можно было осмотреть окрестности. Ну и вот здесь она заканчивается. Я не стал продолжать ее дальше, потому что не вижу в этом смысла. Так или иначе, если посмотреть, то за эту серию мы уже довольно много чего построили. Но строить все это с железными инструментами все сложнее и сложнее. Поэтому я сделал себе железные кирочки и предлагаю капитально спуститься в шахту, чтобы добыть алмазы. И в целом в шахте все было хорошо. Я убивал мобов и потихоньку копал ресурсы. Но даже там, глубоко под землей, меня нашли эти зеленые криперы. Бесят меня. Просто удалите их из игры, короче. Не, слушайте, с такими криперами жить реально страшно. Они просто бесшумные. Ну вот. Еще один. Да как он так взрывается далеко? Он охренел? Я не понимаю, там спавнер, что ли? Да сколько вас там, эй? Тихо, паук. Мне уже мало хп. И осветим вот этот большой коридор, а то тут еще один крипер. Какое-то, блин, логово. У них тут, по всей видимости. Сейчас пробежимся, осветим все. И потом будем уже добывать ресурсы. Опа! А это что? Это новый данж! Прямо у нас под домом. И знаете, у меня осталось 8 факелов. Я не уверен, что этого хватит, чтобы полностью залутать данжи. Ну что это такое? Просто 3 крипера. Ладно, постараемся разобраться с ними по одному. -1. -2 хотел я сказать. Ну, хотя по факту минус. И -3. Ну и теперь осталось аккуратненько выжить в этом данже. На удивление, в данже я не встретил ни одного моба. И поэтому без каких-либо проблем смог забрать шипы и вот этот датчик движения. Не знаю, почему я не забрал их из прошлого данжа, но самое вкусное я нашел наверху, где меня опять чуть не взорвал крипер. И речь там идет про целых 3 алмаза. И поскольку без факелов продолжить раскопки я не мог, я выбрался наружу и со всех ног пошел на базу, где меня уже поджидали скелеты. Собачка! По 1 хп! Убей того скелета! Все, я дома. Класс, а на улице туман. И никто не сгорит. И как приятно смотреть, когда все печки что-то плавят. Ну, почти все печки. Пока что мы можем собрать тростничок. Что ты мне принес? Ну-ка, я могу с ним поиграть? Например, я вот так вот, оп, кидаю, и он мне принесет. Реально, смотрите, приносит. Ну-ка, берем еще раз стрелу. Опять кидаю. Реально, смотрите, с ним можно играть. Ну-ка, если я вот куда-нибудь вот так вот кину. Получится обмануть? Да, ищет.
Нашел, молодец, хороший мальчик. Все, пойдем домой. Погуляли и хватит. Так или иначе, из бумаги мы можем сделать бумажную стену. И в целом довольно симпатичный блок, чтобы строить какие-нибудь средневековые домики. Но сейчас он нам не нужен. Ведь мы проверяем следующий крафт. И это у нас книга, которая делается без кожи. А из книги у нас делаются книжные полки, как я понимаю, да? Ну-ка, давайте их и сделаем. Да, это книжные полки. Ну и их можно поставить, например, вот сюда. Хотя по-хорошему это наоборот поставить. Ну, да ладно. Давайте лучше сделаем еще один стул. И поставим вот так, чтобы было симметрично. А сюда горшочек. Если они, конечно, есть. Ну, сейчас и проверим. Глина возле дома как раз-таки есть. Скапываем ее. Закидываем переплавляться. Ну и да, мы получаем кирпичи. Давайте попробуем сделать горшочек. Ну вот горшочка здесь, по-моему, нет. Да, единственное, что я могу сделать из этих кирпичей, так это буквально кирпичи. Ну, ладно, тогда не будем переплавлять, тратить на это ресурсы. А лучше проверим последний крафт из бумаги. А именно ярлык. И что это такое? Изменить текст ярлыка. А, это, наверное, что-то наподобие бирки. Ну, тогда давайте напишем Себастьян и назовем так нашу собачку. Все. А стоп, ярлык он многоразовый или как? А если я вот так сделаю? Тоже Себастьян. Теперь у нас корова Себастьян. Не-не-не, Себастьян у нас только один. Давайте мы этот ярлык отложим куда-нибудь вот сюда и ляжем спать. Ой! Ты как тут появился? Я дверь типа не закрыл? Или это все вот эта курица сделала? А вообще после такого я бы сделал железную дверь. Раз, два, 3. Все, теперь никакие скелеты к нам в дом не заберутся. Я надеюсь. Мы же давайте скрафтим алмазную кирочку и пойдем вернемся в шахты. Ведь как-никак, но алмазов нам нужно побольше. Правда, я забыл взять еды. Возвращаемся. Спустившись в шахту во второй раз, помимо кучи различных ресурсов, я смог найти аналог глубинного сланца, а также свои первые алмазы. А затем вторые, третьи, четвертые. Ну, вы поняли, алмазов было много. И я так закопался в этой шахте, что у меня даже зазвенел будильник, по которому я должен был уже просыпаться. Ой-ой-ой. Это у меня будильник звенит. И поскольку по-хорошему мне уже было пора спать, я по-быстрому добыл себе обсидиана. Причем я не вру, он в этой версии добывается реально быстро. Ну и вот столько полезных ресурсов я смог добыть. Ну и в честь этого предлагаю как раз-таки сделать себе алмазную броню, переодеться. А еще я очень сильно хочу сделать вот такой вот проигрыватель. И поставить его вот сюда вместо верстака. А верстак убрать сюда. И хоть пластинок у нас пока что нет, но в будущем они обязательно появятся. Но это проблемы будущих нас, а настоящие мы ложимся спать. Чтобы на утро взять обсидиан, сделать зажигалочку. Ну и как вы уже поняли, я хочу построить портал в ад. Пока что сделаю это здесь. И я надеюсь, он вообще заработает, потому что я не уверен, что в этой версии существует ад. Но сейчас мы это и проверим. Раз, 2, 3. Да, он существует, ребята! Но, как вы уже поняли, туда мы отправимся в следующей серии. Свинка согласна. Ну а вам спасибо за просмотр, всем удачи и пока. Что? Я даже не знаю, что сказать.